Здравствуйте, дорогие друзья! С прекрасными выходными вас! Вчера пришла новость, которая порадует всех нас. Адильхан Макин прошел слепые прослушивания в известном международном телевизионном конкурсе «Голос Россия-2021». С первых минут прослушивания Адильхан всех окунул в атмосферу известной песни «Не отрекается любя», когда-то великолепно исполненной Аллой Пугачевой. Эта замечательная певица представляла песню как театрализованное представление, которое сразу нас вводило в атмосферу трагичности, надежды, любви, понимания смысла жизни. Не отрекаются, любя, ведь жизнь кончается не завтра. Песня Марка Менкова на стихи Вероники Тушновой обрела популярность в исполнении именно Аллы Пугачевой, которая впервые исполнила ее в 1976 году. В результате проведенного в 2015 году журналом «Русский репортер» социологического исследования текст песни занял 36 место в топ-100 самых популярных в России стихотворных строк, включающим в числе прочего русскую и мировую классику. А теперь давайте вернемся к телевизионному проекту «Голос». Надо сказать, что Адильхан всегда нас удивляет каким-то внутренним противоречием. Всегда улыбчивый, по своей натуре веселый, всегда оптимистичный парень, выбирает песни в своем репертуаре отнюдь непростые. И в этот раз, как, впрочем, как и всегда, он выбрал очень душевную, лиричную песню, глубокую по своему содержанию и по своему философскому контексту. А ты придешь совсем внезапно, не отрекаются, любя. Мы привыкли слушать ее в женском исполнении Аллы Пугачевой. Я думаю, что и жюри уже на первых аккордах ожидало услышать женский голос. Но тут прозвучал мужской голос. Он звучал очень искренне. Все мы услышали на первых аккордах первые слова песни «Не отрекаются, любя», а затем уже «Ведь жизнь кончается не завтра». И вдруг, неожиданно, на 47-й секунде Адильхан запел голосом Аллы Пугачевой. Вот поверите, сами послушайте, ее нотки в голосе. В это время жюри было шокировано, как Адильхан легко перешел из одной мужской тональности в женскую, особенную, пугачевскую тональность. Извините меня за такое определение, но и в самом деле голос Аллы Пугачевой нельзя спутать ни с кем. Именно первые секунды этого перехода в другую тональность и послужило принятием решения Александра Градского повернуть свое кресло в сторону сцены, в сторону Адильхана Макина. Я думаю, зрители мировой сети YouTube будут еще много раз просматривать именно это незабываемое выступление Адильхана Макина. А ты придешь, когда темно. А еще зрители будут смотреть на эмоции жюри. Вы знаете, как профессионально научились телевизионщики российских каналов показывать эмоции жюри любых конкурсов. Ведь именно они приносят большие просмотры. В это время крупным планом показывали Дмитрия Билана, который буквально обмяк в кресле после первых секунд исполнения этой легендарной песни Адильханом Макиным. Он настолько был погружен в подачу этой песни, в голос Адильхана Макина, что, казалось, Дмитрий Билан просто забыл о том, где находится, и поэтому повернулся буквально уже на последних минутах перед тем, как завершил исполнение песни Адильхан. Не отрекаются, любя. Леонид Агутин к концу первой минуты схватился за голову. Он подумал, наверное, «Боже, что за великолепный голос!» Или, может, «Боже, что он так кричит!» Его двусмысленная улыбка и переглядки с Пелагией были нам непонятны. Это не так важно, сколько важно, что к концу исполнения песни Адильханом Макиным оказалось, что только двое экспертов, педагогов по вокалу, коучей, это были Александр Градский и Дмитрий Билан, повернулись к сцене, а значит проголосовали за Адильхана, открыв этим самым дорогу и пригласив каждый Адильхана Макина в свою команду.
Зрители зала ликовали. Молодец! А команда Адельхана Макина, стоя за стенкой стеклянной стены с флагом Казахстана, подпрыгивая и хлопая, поддерживали своего друга. Было видно, что это не просто друзья, это его единомышленники по его интересам, музыке, спорту. Ведь Адельхан не раз уже признавался большим зрительным концертным залом, что он серьезно занимается борьбой. Всё опять. Как Адельхан может собраться? Он легко входит в образ и выходит. Здесь, на этом музыкальном проекте, тогда, когда он завершил пение, выйдя из образа, он опять превратился в задорного молодого человека, который, поглядывая на своих друзей, улыбался своей искренней, широкой улыбкой всем нам. Наступает тишина, и Александр Градский просит представиться Адельхана. Адельхан отвечает: «Макин Адельхан». Градский продолжает: «Казахстан?» На что Адельхан говорит: «Так точно, город Петропавловск». Пелагея вмешивается таким вопросом: «Чем вы промышляете на музыкальном поприще? Что вы делаете? У вас группа какая-то? Сольный проект? Группа какого-нибудь округа? Так?» Не успел Адельхан ответить, как последовал следующий вопрос от Александра Градского. «Сколько вам лет?» 27 прозвучало от Адельхана, на что Градский почему-то воскликнул: «Да ладно». Видимо, молодой по возрасту Адельхан Макин, но серьезный по звучанию голос смутил Градского. Дальше Градский продолжил: «Но настолько распустился в конце, совсем хотел разорвать все. Если бы был чуть-чуть сдержаннее, я после Димаша уже ничему не удивляюсь, ничему казахскому. А сегодня ты меня удивил. И вот чему. Верхний регистр звучит как у тенора, средний регистр звучит как у баритона, низкий регистр как у хорошего низкого баса. Это очень редкая история. Так что, если придешь, я буду очень рад с тобой работать. Все». Что у него за связки, я вообще не понимаю. Круто, в конце истерики Какие много у него было. связки? Ну, это надо было это прибирать. Передавил Ну не, чуть-чуть, ну too much это чуть-чуть. же делается Очень. очень просто, Поле. Не влей ему еще. Ну я показывал рукой, не ори, вот так. Но он, видимо, не понял. Доорал до конца. Слова Дмитрия Билана звучали, как всегда, очень точно. Они были направлены прямо в сердце. Вот что он сказал: «Я ставлю себя, например, на место вас в тот момент, когда вы исполняете это произведение. Насколько это сложно совмещать речь и нахождение в состоянии полета. Не спрашивайте логики. Когда ты исполняешь, повторяю, логики не должно быть никакой в принципе. Ты должен либо поступать в это состояние космоса, соединиться с ним, или нет. Ты можешь быть красноречивым или каким-либо еще, но дело свое сделать ты должен максимально здорово. И то, что вы сейчас предложили, это ваше прочтение. Оно, конечно же, имеет место быть. Вы имеете на это право, и мне кажется, вы максимально интересно предоставили произведение и это исполнение его». Надо согласиться с Дмитрием. Адельхан никогда не берется за простую задачу. Он так делает свое прочтение со своей аранжировкой, со своей подачей голоса, со своим пониманием песни, что вы задумываетесь. А ведь существуют и другие варианты песен, которые, прозвучав один раз, остаются нетронутыми до конца. Нужно все-таки совмещать речь и нахождение в состоянии полета. Подтверждением этому является песня «Озеро надежды», которую Адельхан Макин пел в первый конкурсный день на Славянском базаре 2019. Он ее спел так, что не оставил никому шансов на победу. Он ее спел в своем прочтении со своим разноплановым голосом, также лихо перепрыгивая с одной тональности в другую, как это делает Димаш. А как скромен Адельхан, вы заметили? Он не представился как победитель международного песенного конкурса «Славянский базар-2019». На конкурсе Тамара Гверцетели, представитель этого конкурса, заметила, что только Адельхан Макин был достоин гран-при конкурса, хотя он мог без ложной скромности заявить об этом жюри «Голос Россия-2021». Он просто скромно сказал: «Адельхан Макин, Казахстан». И это удивляет и поражает. Почему он это делает? Почему он так скромен? Ведь это его заслуги, а о заслугах нужно говорить открыто, с гордостью, и ведь заслуги даются нелегко. Возможно, этот факт помог бы ему быстро подняться на пьедестал победы этого телепроекта. Но Адельхан понимает, что все сложно еще впереди, и его соперники будут также очень сильные и талантливые певцы. Моей любви
Поэтому Адильхан выбирает один вариант. Просто скромно представляется, радуется тому, что он прошел отборочный тур, так скажем, маленькой победе, и готовится к следующему этапу. Ведь ему предстоит следующий сложный конкурсный этап. Он понимает, что он выбрал команду не просто человека, который имеет ряд престижных наград. Он попал в человека, который его не только ведет в свой музыкальный мир, но и обучит его некоторым таинствам вокала Александра Градского, основоположника русского рока, фаворитами, кстати, которого были участники группы «Битлз». Александр Градский жил и учился в Москве. В 14 лет он написал свое первое стихотворение. Уже в 16 лет он выступил в составе студенческой группы, и песня в его исполнении звучала уже на многих концертах регионального масштаба. Затем он поступает в Гнесинку и затем в Московской консерватории работает с Тихоном Хренниковым. Первый тайм мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять, чтоб тебя на земле не теряли. Постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. В конце 70-х годов Александр Градский возглавляет кафедру вокала в ГИТИСе. У Александра Градского множество заслуг. Обо всех мы говорить не будем, лишь скажем одно. Мы рады, что состоится творческий союз нашего Алихана Макина с этим незаурядным человеком, покорившим множество музыкальных вершин. Это будет не просто творческий союз, это будет союз учителя и ученика, которые в тандеме должны принести нам новые интересные музыкальные композиции. Желаем Адильхану побед. И только побед. Он знает, как достигать их, ведь он настоящий боец. Друзья, я хочу вам пожелать прекрасных выходных и объявить, что на втором канале мы выпустили видео о ежегодном военно-воздушном параде в Сан-Франциско. И это не просто парад реактивных самолетов, это концерты на площадках солнечного города Сан-Франциско, которого посещают миллионы туристов со всего мира. В описании под видео вы сможете найти ссылку. До свидания, до новых встреч, всех люблю, пока, пока.